И добрый день, всем привет из штата Луизиана. Сегодня у меня первый выходной моей командировки. Надеюсь, они не возражают, что мы по траве ходим. Я сразу же поехал посмотреть на этот mansion, как оно, в общем, усадьба, которая одна из самых крупных уцелевших усадьб до гражданской войны были построены. Называется Аннабеллум почему-то. Только что за $22 я сделал экскурсию с тургидом. И сейчас вот полюбуемся, что снаружи. Это, так сказать, американская ферма с использованием рабов. На ней здесь выращивали sugarcane, сахарный тростник. Около 200 рабов. 25 примерно в доме занимались, и остальные работали на плантации. И также был небольшой сахарный заводик. Смотри, какая красота. Построил ее товарищ там в 1800 каком-то году, дату я уже забыл. Сейчас check it out. За $80 тысяч, что по современным деньгам порядка 3-4 миллиона. 1850-е года. То есть это этим вот дубам по 200 лет, оказывается. И потом, когда хозяин умер, жена продала, то есть построили за 80 тысяч, и потом жена продала за 50 тысяч. Слева за этим холмом, то есть это как насыпь, дамба, там речка Миссисипи. И за эти 200 лет она очень приблизилась, опять же это слово я забываю, из-за того, что земля вращается, речка движется в эту сторону. И там была, весь этот гектары земли пропали, речка съела. Ну, такое вот красивое здание. Завтра мне выступать на работу. А сегодня я решил, погода прекрасная, солнечно. Что надо будет посмотреть, пока не поздно. Даже свое же кладбище здесь. То есть здесь это семейство похоронено. У хозяина этой фазенды было 11 детей. Здесь также можно, как гостиница, можно переночевать. Ресторан есть и кафе. Также люди здесь проводят свадебные мероприятия. То есть это очень шикарное такое место, сделать свадьбу. Устроить танцы, шманцы, зажиманцы. Что-нибудь тут написано интересно. Фамилия хозяев Рэндалф. Этому дубу 135 лет. Корнелия Рэндалф. То есть, это они в 30-х годах умерли. Очень много остатков. То есть настоящая мебель с самого начала, но также тут же ураганы, затопы, то есть очень много повреждено было, но здание еще сохранилось. Ну, это классический пример. Тут, наверное, этих mansion было на каждом углу, но они такие огромные и дорогие, поэтому если у людей дела не пошли, потом это все запускается и приходит в негодность. Вот центральный вход в здание. И рассказал гид, что, по-моему, справа для мужиков вход, а слева для женщин. Они должны были заходить отдельно, чтобы мужчины случайно не увидели, как выглядывают женские ножки, иначе после этого нужно уже барышню просить выходить за себя замуж. Странные такие моменты прошлого века, то есть мини-юбок тогда не носили. Радовались даже лодыжкам. Вот центральный вход. Здесь получается 3 этажа.
ну как часто в Америке, первый этаж называется ground floor, потом первый этаж, а потом второй этаж. Ну такое вот шикарное здание. Потолки высоченные. Такая американская сталинка. Ну, естественно, мы находимся на юге США, поэтому местные пацаны в гражданской войне участвовали на стороне красных, наверное, да? Потому что, по-моему, северные назывались голубыми, а юг был вроде бы красный. И они все, вот сыновья этого хозяина плантации и сам хозяин воевали на стороне южан, проиграли, и даже там показали, когда уже Union Army здесь приблизилась в Луизиану, они даже снарядом, точнее ядром получили залпы, там ядро сидело чуть ли не 100 лет, потом выпало. Ну так вот шикарное место, конечно, но можно только представить, какие расходы. И когда хозяин этой плантации ее строил, оказалось, тоже он взял деньги в кредит под залог рабов. И рассказали, что нашли эту бумагу, и там список рабов, и чем каждый раб умеет заниматься, то есть там как оценочная стоимость каждого раба в зависимости от его навыка. Вот такая вот интересная рабовладельческая ипотека была. И вот великая речка Миссисипи. По-моему, самая большая, самая длинная река в Северной Америке. Если я правильно помню свои уроки географии. И видите, вдоль реки идет дамба, чтобы не заливало окружающие места. И эту дамбу периодически прорывает и периодически заливает. Попробуем так чуть камеру от ветра. Упс. И вот сама плантация. Сейчас солнце неудачно, видите, на запад смотрим, садится. Красивое место. Но самое интересное, когда я сюда ехал, а это вот сказали, что построили, чтобы было сделать пионерский костер, и шли дожди, и оно так вот мокрое до сих пор сидит. Это еще с американского Рождества не произошло. Вот интересно, тут же, видите, вот попробуем заметить. Это у нас зум хороший в камере должен быть. Баржи идут. Уже я пропустил, но уже уплывают. Очень мощный трафик такой по реке идет. Очень много кораблей. Толкают баржи вверх и вниз по реке. Прекрасная погода, 65 градусов по Фаренгейту, то есть где-то 15, наверное, тепла. И забавный момент, вот когда я съехал с хайвея, по-моему, это был номер 1 трасса, там пришлось проехать через такой стрёмный райончик. Там стояли трейлерки, стояли грузовики с огромными колесами и сидели чернокожие, как это слово, в общем, далекие родственники бывших рабов расслаблялись. То есть там жилища убитые, но грузовики у них были, конечно, шикарные. Ну, такая вот она, Луизиана. Интересно, когда здесь пальмы появились. По-моему, их не было раньше. Вот дубы старинные, наверное, тоже посадили. Интересно, какая была native, так сказать, растительность, когда до того, как прибыли пацаны из Европы. Это интересная фишка, я читал книгу про... есть 2 книги, название просто как года. Там 1700 какой-то, 1600 какой-то, когда открыли Америку, и там, по-моему, за 10 лет до того, как открыли Америку, так, интересные различные исторические факты. И
вся фишка в том, почему... Оп, эта белка по пальме бегает, офигеть. Почему негров стали привозить? Потому что здесь желтая лихорадка из-за болот. На островах всех это Куба, там Пуэрто-Рико и также Луизиана, потому что климат здесь очень влажный. И белые люди его вымирали очень сильно, особенно те, кто такие пролетариат. Совершенно случайно обнаружили, что у негров по генетическим причинам они не болеют. И это вот послужило, так сказать, основным толчком к тому, что начали импортировать черную рабочую силу из Африки для sugar canes, да, для сахарного тростника, для хлопка, именно потому что просто другие работяги тупо вымирали. Так вот началось рабство. И также там был интересный момент, когда рассказывали, что в основном индейцев истребили болезни европейские, даже, скажем так. Потом уже это специально делалось, а как только первые прибыли там эти конкистадоры, там, по-моему, Десота даже товарищ, они путешествовали, так сказать, исследовали Северную Америку, и там были записи, какие там индейцы, все, у них деревни, они сильные, красивые, а потом уже через 30 лет, когда следующая экспедиция вернулась, там все уже деревни повымирали, потому что люди подхватили европейские болезни и вымерли массово. То же самое на Гавайях было. По-моему, это капитан Кук оставил там пару своих моряков, которые были смертельно больны, и они заодно весь остров там выморили, когда заразили. Сейчас, конечно, благодаря прививкам ситуация немного другая. Ну, заканчиваем трансляции из... Ой, даже забыл название этой плантации. Nottoway. Nottoway Plantation Resort. Конечно, шикарное место. Такой миниатюрный зимний дворец. Не зимний дворец, а как там? Петергоф, да. Так вот люди вывалили 4 миллиона баксов. И больше никто здесь не живет. Ну все. Всем привет из Луизианы. Счастливо, пока. Nottoway is the largest remaining plantation home in the South. We have Mr. John and Simply Randolph, the original owners of the home. Mr. John, being a Randolph, his family hails from Nottoway County, Virginia, which is where the home got the name Nottoway from. His father, Peter, was a lawyer, received a judgeship to Mississippi, moved the family there and started the cotton plantation. So it's on that cotton plantation that Mr. John would learn the ropes of planting, plantation life business from his father. And it is also there that he would meet his wife, similarly. She was the daughter of another local judge. They would marry, most likely an arranged marriage, as the vast majority of wealthy family marriages in that time were. And she would come with a dowry of $20,000 and 20 slaves, which was a large amount, and have their first 2 children in Mississippi. We have Ella, the eldest between her mother and father, and then we have Algernon, the second, and the eldest son on his mother's lap. 1842, Mr. John would move the family here to Louisiana for the more lucrative sugar industry. Settled a few miles that way in Bayou Gula, lived there for 17 years in a plantation home called Forest Home. Have 8 more children, and finally moved here to Nottoway after that. In late 1859, so only about a year and a half until the outbreak of the Civil War, did they finally move here. Have one more, 11 total, and all 11 survived into adulthood. The home itself took 10 years to complete, 8 years of planning and design, 2 years of actual construction. Late 1859, it would be completed, the home. Like I said, only about a year and a half. 3 levels to the home. It cost $80,000 to construct, and it was designed by Henry Howard, an Irish-born New Orleans architect who was very prolific at this time and worked out in New Orleans. Now,
Basement would be considered our first floor below us, our above ground basement. Wine cellar, dairy cellar, house slave quarters, things like that. Second floor here would be your entertainment floor. This is the floor in which all the guests would come in through the front over there, of course. Really be showing off the house on this floor. So this is where you spent all that money to show off to those guests. Very ornate carvings over the doors and the arch. Very intricate plasterwork, things like that. Third floor above us, I don't want to say it's plain, but it's not nearly as ornate as you'd see down on this floor. Above that is an attic. What do we find in the attic? About 1,300 documents, one of which was the receipt for the gasolier that we have right here, purchased on Royal Street in New Orleans for $138 by Mr. John. Anyone that hangs from a pipe from the ceiling is original to the home. Any chandelier or anything hanging from a chain is put in much later on in the life of the house, so it's not original to the Randolphs or anything like that. Looking up, you have a beautiful plaster frieze work that is called bussiage. That is a Cajun French word for muddy mess. It is river water, river silk, horsehair, Spanish moss, clay, and plaster. New artists would carve mold, fill the mold with that mixture. Slaves would do fill the pit with that mixture, get it all to a paste consistency, and they would fill the molds. Stick it on the wall would dry. Artists would come touch up the dry bussiage and then paint white over it. 3 layers of design. You have brackets and medallions. This is the first layer. Between each bracket is a medallion, oak leaf with smaller acorn on top, and that is Southern hospitality. Above that, you have eggs with an inverted dark arrow between each egg. And then at the very, very top, along the edge of the ceiling, you have praying hands, which they did. It's a sign to show to guests of the home when they came into the home that they were entering a Christian home. Feminine design, then the brackets and medallions that we have out in the hall. Ladies' room, tea room here. Music room there, also predominantly ladies' room. And then they held their weddings and their balls for the daughters in this room as well. So it was the very, very much the ladies' room. Glass crystal gasoliers, original here in the room. Majority of their crystals still left with them, and then globes around each light as well. The tea room and the music room are both upstairs now. We'll check them out when we go up there. We moved them because we still hold weddings and other functions in the ballroom, just as we did in the town. White Italian marble, counterpart to that black one in the gentleman's study. And then we have the silver cowbell lever over here. Now that is one of 13 that they originally put into the home. So you double side it, you stop any of that from occurring. Any questions for our ballroom? All right, across our dining room. Beautiful blue Bristow china here on the table. Hand-painted porcelain, different love scene painted in the center of each one. Miss Emily had a set in paint, just like this. Unfortunately, not enough of her paint was left, maybe a piece or two when the home was bought for renovation, so went off in search of Sev to fill the table. And, found that blue. It's the same age, same style, same factory as hers. Different love scenes painted, and there are a couple plates with the ladies showing those ankles off. Shut your eyes immediately. That's right. Avert your eyes if you see that. Originals in here, though, are our 2 candelabras here on the table. And then we have what remains of your everyday use china in the cabinet donated by some descendants of the Randolph family. Antique plate warmer. It is backless. It's the way it's microwaved for the time period, basically. Kitchens built separately from the homes because of fire hazard reasons. They burned down quite a bit. If it was in your house, so too with your house, you built them away. Slaves would walk the food over from the kitchen to the warming kitchen.
which is where the cafe is today. Across the waiting porch, up the set of stairs here, behind the door right here, which is the bottomless pantry. So there, your food will be prepared onto the plates, onto serving trays, things like that. Cold day, or just from the length of the meal between the courses, food could get cold. So, remedy for that was your plate warmer. Slave would come in, collect all the plates, stack them up, into plate warmer, shut the little door, backless, and put it in front of the fireplace. The heat would heat it all up and let that warm. Set it back out onto the chargers, kept it all warm, food onto that, and heat it right back up, just like that. Hot and cold running water, flushable toilets, at least 3 they had here, and then gas lighted garage. So they had quite some modern amenities you could save at the time. People tended to overstay their welcome because of that. We actually have documentation of people staying for between 8 to 10. Oh, yeah. Welcome in here to our tea room. This is the sugar cake. Surprised it hasn't rotted away yet. Now, it doesn't normally last. We have tea room, basically your guest bedroom in the Randolph stay. Tea room itself, like I said, down in the white ballroom right below us. Quite a few originals in the room we have here of Randolph furniture though, the gasolier of course. Wicker furniture, all right here is outside porch and balcony furniture for the family. What we have right here is called a soldier's chair. It was very rude to ask a soldier to disarm himself, and he could sit no matter what side he had the sword on without having to remove it. Dresser that belonged to one of the 7 daughters. Which daughter? We're unsure. Youth bed, as they would call it in that time period, or baby bed, as we call it today, for the youngest child, Julia Marceline, that daughter. Mosquito netting, like here on top. Ladies magazine, found in the attic from the 1850s. Fashion trends, catalogs, tips for sewing, all kind of stuff like that for the ladies. And then the table in the 2 blue chairs, donated a couple months back by some descendants of Randolph. Original? Yes, ma'am. Brick of tea right here. A modern example of a 1 pound compressed brick of tea, which is basically what the family would have gotten shipped from China in this time. Very expensive. Has a design on it. Uh-huh. And just in the press, whatever the design of the press is, and they press it all together. Very, very expensive. If a robber robbed your house, you'd go straight for your tea. Really? Wow. How long would that brick last? They'd make it last just because it took forever to get from China to here. So they could stretch it, you'd break it into the smaller bricks like this. So, welcome to the master bedroom. Mick Jagger here to show you welcome to the room. Certainly looks like. Fortunately, it's neither Mick Jagger nor original. What is original though in the room? We have the bed frame, custom built for the Randolphs. We have the nightstand, the smaller one on this side, original. Bonnetiere right here, basically where Miss Emily would store all of those bonnets that she loved to wear. Cabinet there, and then the gasolier right here, center of the room. So quite a few originals within. Everybody sees the bed, and they say, look how small this bed is. Of course, like I mentioned, people were shorter at this time. Mr. John was fairly tall, around 6 feet, a little over. People say, oh, how could anyone have slept in this bed? Miss Emily, she was short then. But they would sleep sitting up and not flat on their back. Why did they do that? They thought tuberculosis they might catch, saliva they might drown, and then ladies wore corsets to bed, so you couldn't breathe exactly flat. Even to bed. You wore that corset long enough, you took it off, and it was even more painful. Why is that? Because everything you were constricting, you've been trying to expand back out. And the college kids are home.
Our wall works, Chris.